Алло. Алло, Алексей Павлович. Да, Да, добрый день. Радио «Эхо добрый. Москвы», значит, Андрей Поздняков. Хотелось у вас узнать, как вот теперь чувствуете себя гражданином Российской Федерации? Расскажите первые впечатления. Замечательно. Вообще, прямо тонна упала груза с плеч. Чувствую себя превосходно. Чувствую себя россиянином. Мы к этому так долго шли, наконец-то мы к этому пришли. Ну, вы Сколько паспорт уже позади на получили, самом деле? скажите мне. Да, давно получил. Но на самом Паспорт у деле не вас в тоже есть. паспорте дело. А А в дело чем? в том, что мы стали Россией. Вот это самое главное. Не то, что ты Да, но гражданин России, а именно твоя земля стала русской. это понятно. Вот это Смотрите, самое главное. вопрос в том, как качественно изменилась ваша жизнь. Качественно изменилась наша жизнь в том понимании, психологически очень сильно легче стало жить. Легче. Ну, то есть, В если первую сравнить, очередь например, психологически. смотрите, вот если сравнить 2013 год, да, и вот сейчас, Так. получается, 2022. То есть, вот основные отличия, да, того, что сейчас, от того, что было в 2013. Расскажите. Но в первую очередь это отсутствие фашистов на нашей территории. Вот что значит. Фашистов нету. А в 13-м Нету фашисты где у укропа вас были в Донецке, не подскажете? везде. Везде, и мы их выгнали в свое время. И слава богу, что мы это сделали в 2014 году. Да, ну просто, а в каком виде они проявлялись, вот эти вот Ну вот вы никогда фашисты? не слышали, наверное, в Москве, когда говорит, поехали резать русню, поедем убьем русских детей, поедем убьем Э, э, русских э, взрослых. Это вы этим занимались? Неважно, Кто этим что занимался, объясните? Ну, то есть, кто этим занимался? украинцы. В Донецке. Украинцы приезжали сюда, в Донецк, да, приезжали, начинали тут Ага. устраивать митинги и говорить о том, что нужно ехать резать русню, что здесь все Так. русские, и всех надо уничтожить. Им здесь дали Мгм. по мозгам, они сели обратно в свой автобус и уехали. Мы не Так, позволили им здесь понятно. развернуться так, как в Киеве. Они это сделали. Мгм, мгм, мгм. Так, хорошо. Ну, а вот я слышал о том, что были такие частые случаи притеснения русского языка. Да, и это послужило одним из поводов для того, чтобы... Были, да, вот расскажи были. Я какие-то не мог случаи конкретно... по-русски, я не мог говорить по-русски в государственных учреждениях. Моих детей заставляли насильно учить украинский язык. Да, ну это же государственный язык. У нас в Российской Федерации государственный язык тоже только один. Понимаете? Я имею право общаться на том языке, на котором общались мои предки. Так вам же, секундочку, подождите, я вас спросил, приведите примеры запретов русского языка, а вы говорите про Да, государственный язык. были примеры, потому что в государственных учреждениях насильно требовали общаться только на украинском языке, общаться друг с другом требовали на украинском языке. Кто не скажет, Вот что здесь, москаль секундочку, а вот, говорили, вот, тоже вот так было. поподробнее скажите, в каких обстоятельствах это было? Очень интересно. В каких обстоятельствах? Во всех обстоятельствах нельзя было общаться нормально на русском языке. Ну, как, вот вы приходите на работу, вам говорят, нельзя. Да, нельзя. Да, студентам лекции нельзя по-русски читать, только по-украински. Да, друг с другом, коллегам нельзя общаться на русском языке, только на украинском. То есть был какой-то Какие еще могут языковой быть патруль, притеснения? или что, я не знаю, как это реализовывалось, просто интересно. То есть кто-то из Да, ваших коллег да, рассказывал, что вы... в государственных учреждениях запрещали общаться на русском языке. Лекции запрещали Ужас. читать на русском языке. Ну, это действительно фашисты какие-то, конечно, да. Ну, теперь-то по-другому все будет, да. Да, теперь Да, это я лучше, надеюсь, да. что да. А вот как вы думаете, смотрите, в экономическом плане, да, когда ситуация в Донецке нормализуется и вернется, ну, хотя бы на довоенные показатели? Ну, несколько лет, я думаю, еще будет это все. Мгм. Несколько лет, не меньше. Такой еще вопрос, а вот применение ядерного оружия по территории Украины, как вы к этому относитесь? Не Ну, будет если, например, никакого применения если по ядерного Донецку оружия. стрелять начнут, смотрите, хаймарсами начнут стрелять вот по проспекту А Дзержинского. уже стреляют по Хаймарсе, по Донецку. Вот, Вот ну, приезжайте, посмотрите, стреляют в центр ну, Донецка Хаймарс.
Ну так смотрите, может Приезжайте, быть... посмотрите. Так нет, смотрите, ну может быть стоит Мирные тогда люди все-таки... гибнут, дети гибнут, каждый день гибнут, стреляют хаймерсы, стреляют крупнокалиберное артиллерия сейчас по Донецку. Так Вовсю хорошо, я же говорю, стреляют. может быть стоит по Киеву применить тактическое ядерное оружие? Зачем? Зачем? Они фашисты, мы же не фашисты. Зачем мирных людей убивать? Зачем убивать как, ничем не смотрите, повинных мирных людей? Ну как, смотрите, ну получилось же, мы же устроили Бучу, устроили вот значит, в Харьковской области, там тоже найдены массовые захоронения и зубы золотые, которые у людей доставали. В К сожалению, Харьковской области массовые захоронения найдены погибших военных украинских, которых они сами там не только забирать военные, не хотят. там целыми семьями похоронены. Вот, поэтому Ну, тут уж у о вас том, кто есть... недостоверная информация. Приедьте, У нас в посмотрите. администрации президента, Алексей Павлович, у нас в администрации президента информация очень достоверная. Понимаете? У вас недостоверная информация. Приезжайте сюда и смотрите, что здесь было. Вы не были здесь, не видели, судите из ложных источников. Ну да. Ну про запрет, конечно, говорить на русском языке, это, конечно, да. А, кстати, Алексей Павлович, вы же поучаствовали как наблюдатель на референдуме, да? Без эксцессов все нормально было? Я сейчас еду за рулем. Я наблюдателем не участвую. Не участвовал. Ну, просто Да. у нас немножко другая информация есть по этому поводу. Ну, у вас может быть другая информация. Я наблюдателем не участвую. Угу. Понятно. Ну все, вопросов нету. Кстати, всё, когда ВСУ в Донецк войдет, что вы им скажете? ВСУ в Донецк не войдут. Когда войдут? Все, Что вы до им свидания. А также нужно помнить о том, что ты можешь раздобыть такой шикарный мерч на пранк-шоу. Ты можешь получить все пранки, зашитые вот в такой вот бейджик. Короче говоря, много годного мерча на пранк-шоу. Заходи по ссылке из описания. Ну и вообще все пранки, которые я сделал, а я сделал более 4000 пранков с 2009 года, все есть на пранк-шоу, поэтому если ты все еще не знаком со всеми, то ты обязан с ними ознакомиться. Все нужные ссылки в описании. И, конечно же, отдельное спасибо всем тем, кто поддерживает создание новых пранков, все те, кто имеют подписку на пранк-шоу. Вы все красавчики, вам огромное спасибо. Те, кто еще не имеют подписку, обязательно ее берите, часто бывают скидки. Вообще на пранк-шоу много интересного, связанного со звонками, и не только. Вы можете заказать звонок, я могу позвонить кому-нибудь. Вы можете заказать голосовое сообщение от Чернобаева для вашего друга. Короче, очень много всего. Обязательно исследуйте этот ресурс, он еще в разработке. Это еще не финальный вариант, поэтому новые фишки будут появляться, и новые фишки появляются постоянно. Но в любом случае, не зайти на пранк-шоу, зайдя сюда, просто нельзя. Поэтому обязательно загляни на пранк-шоу по ссылочке из описания.